И снова всем здравствуйте. Шумиха вокруг ракетной атаки по драмтеатру в Чернигове немного улеглась, официальные версии уже озвучены, так что можно и порассуждать на тему, как непосредственно житель Чернигова. Начнем сперва с обстоятельств, хронологии, краткого экскурса для неместных, а далее уже будут размышления и выводы. Черниговский областной академический украинско-музыкально-драматический театр имени Тараса Григорьевича Шевченко, а именно так звучит его официальное название, расположен в самом что ни на есть центре Чернигова на Красной площади, где куча парковых зон и даже в будние дни огромное количество народу, отдыхающих или прогуливающихся, а также заседающих в многочисленных кофейнях и прочих заведениях рядом, уже просто не говоря за людей, которые следуют по своим делам или работают. За задней частью драмтеатра буквально впритык находится Пятницкая церковь, фонтаны и парковая зона с кучей лавочек и, соответственно, от малого до велика на них. Учитывая то, что 19 августа это не только суббота, но еще и яблочный спас, то народу было даже больше обычного. Потому первые официально опубликованные видео и содержат такое большое количество машин, запаркованных прямо перед центральным входом. Ровно в 11:20 загудела воздушная тревога, но учитывая, что в Чернигов уже давно ничего не прилетало, а тревоги в последнее время были крайне частым явлением, на это никто особо внимания не обратил. Около 11:28 с небольшим был слышен взрыв. Я, к счастью, был на удалении порядка 2 километров, но ударная волна была достаточно ощутимой и на работу ПВО совершенно не похожа. Далее связь со знакомыми, друзьями, родными, с ними оказалось все в порядке. Но понятно было, что бахнуло где-то в центре, через минуту полетели первые скорые, потом пожарные. Первые фото и видео с места атаки начали появляться где-то спустя 10-15 минут после прилета. На одном из видео меня весьма смутил огромнейший столб огня, который был направлен в сторону кинотеатра Щорса и сильно опалил угол дома. Сначала я подумал, что возможно это был газовый баллон у одной из припаркованных рядом машин, но потом выложили видео с другого ракурса и стало понятно, что это, судя по всему, недогоревшие остатки ракетного топлива вместе с топливным баком. Ну, по крайней мере, на тот момент я так считал. Когда начали появляться другие кадры, было ясно, что попадание явно в крышу. Далее была озвучена версия, что вероятнее всего это Искандер. Очевидцы утверждают, что ракета летела крайне низко, буквально несколько метров над столбами линии электропередач, предположительно северо-восточного направления. Как выявилось, чуточку позднее кто-то недальновидно разрешил проведение выставки дрона прямиком в драмтеатре в выходной день. Причем ни организаторов, ни участников как-то это особо не смутило. При том, что прилетом по всяким домам офицерам, драмтеатрам, домам культуры уже давно печально научены еще с 2022 года. Несмотря на заверение организаторши, что место проведения стало известно участникам за 4 часа до мероприятия, но все мы понимаем, что если было разрешение, то место проведения было известно значительно раньше. Подавляющее число погибших и пострадавших, к сожалению, это обычные люди, которые имели несчастье очутиться рядом в момент удара. По поводу срабатывания ракеты, тут тоже очень много вопросов. Если сама выставка была целью удара, то почему ракета была взорвана явно в воздухе? Не для того, чтобы больше жертв было среди гражданских. Ведь в марте 22-го Искандером уже били по Чернигову, а именно по отелю «Украина». И там 3 этажа здания просто разлетелись в щепки. А здесь даже не пробило потолок, только лишь снесло крышу и начался из-за этого пожар. А в театре осыпалась штукатурка, ну и люстра в малом зале. Спустя пару дней я был на месте происшествия. Зрелище, конечно, печальное, но видно, что большинство повреждений зданий от взрывной волны, битого стекла, остатков крыши, и, по крайней мере, я не заметил типично осколочно-фугасного воздействия, когда фасад здания, близлежащие металлические конструкции просто изрешечены осколками. Это, в свою очередь, наводит на две мысли. Применен заряд, что-то по типу термобарического, где основными поражающими силами есть взрывная волна и температура. А вторая мысль — это внештатное срабатывание подрыва. Вероятнее всего, что часть аэрозоля, которая должна была подорваться, отразилась от металлической крыши, и именно она отлетела в сторону кинотеатра Щорса. Учитывая, что в этот день была крайне высокая температура для наших территорий, порядка 35 градусов, то металлическая крыша могла раскалиться до всех 50 плюс градусов, если брать во внимание, что это было практически средина дня, то могло произойти более раннее самовозгорание взрывчатой аэрозоли. Но еще возможный вариант, что не было ни цели разрушения здания, и удар по выставке дронов был лишь формальный повод для того, чтобы проводить информационно-психологическую операцию на фоне жертв среди гражданских и разрушений, а также вызвать огромнейшее негодование по поводу обеспечения безопасности
безопасности, волонтеров, собирающих подобные мероприятия, действия властей и ситуации в целом. Да и даже читая комментарии российских ботов под англоязычным видео, там часто встречается в таких комментариях дезинформация, будто какие-то были очередные натовские инструктора, и именно они пострадали при взрыве, отправленные на лечение куда-то в Польшу. И поэтому становится понятно, что удар готовился заблаговременно вместе с ИПСО. Я думаю, что среди западных военных суицидников нет, которые бы додумались где-то собираться в городе близком к границе без серьезного ПВО. Виноваты в трагедии перво-наперво это те, кто запускали ракету и принимали решения, и командовали всем этим безобразием. А потом уже все остальные, кто бы что ни говорил. Почему выставка проводилась посреди города, который находится в 80-100 километров от границ государств, от которых уже неоднократно прилетало и прилетает до сих пор, это тоже хороший вопрос. И вероятнее всего без прямого вредительства не обошлось. Но это, конечно же, не точно. Мне слабо верится, что из предыдущих подобных ракетовых ударов по Виннице, Запорожью и многих других местах не были сделаны правильные выводы. Факт остается фактом, и снова раненые и убиты люди, разрушаются исторические здания, и все ради каких-то наполеоновских амбиций старого маразматика, который борется с мифической страшной Натой. И судя по всему, эта война, ой, как надолго еще, и с весьма непредсказуемыми итогами. У меня все. Всем спасибо за просмотр. Мира, добра и всего хорошего.